Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Народный депутат Украины Анна Скороход на связи. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. Анна, ну что, заработал парламент, может быть, вскоре мы увидим вживую, как он работает, но об этом позже. На самом деле, сейчас очень и очень интересные вещи происходят в Париже. С этого предлагаю начать, потому что, в общем, коалиция желающих собралась. Вот они заседали вместе с Уиткофом, сообщает, Елисейские поля сообщают, что, в общем, 20 минут побыл и убыл Уиткоф, хотя Зеленского, как все, обнимал. В общем, ожидается созвон с Трампом, и то, что известно об этой встрече, что якобы Макрон говорит, конкретные гарантии безопасности, которые заработают, когда будет мир. Зеленский, приехав в Париж, говорит, какие-то теоретические моменты, теоретическая коалиция желающих, но наполняем реальным смыслом гарантии, и всем спасибо за поддержку. Правда, сегодня в Париже решается, будет большая война или нет? Или в чем подтекст вот этой встречи? Давайте начнем с того, что все-таки Европейский Союз хочет не выпасть из процесса мирного урегулирования войны в Украине. Но не в плане быстрого остановления военных действий, да, а в плане все-таки получить свои выгоды с этого. Потому что я ничего не хочу говорить, вы можете сами открыть, посмотреть, сколько предприятий в Европе заработало и сколько предприятий в Европе, которые производят оружие, загружены, насколько они загружены и до какого года. Да, это большие деньги. Также давайте не забывать того, что Европа боится возможной смены фронта, да, и возможного нападения со стороны России на Европейский Союз, в чем я на сегодняшний день сомневаюсь очень сильно. Но мы помним, что заявляли и европейские лидеры, и мы помним, что заявлял генсек НАТО, что Европа не заинтересована в прекращении войны в Украине. Правильно? Это как бы официальное заявление, здесь не надо искать какой-то зрады, это все можно поднять абсолютно в сетях. Вот. Относительно всех остальных процессов, которые происходят, все очень просто. Трамп встретился с Путиным, они о чем-то договорились. О чем они договорились, никто не знает. Позвали Зеленского, с ним приехала свита в виде Евросоюза. Трамп им все объяснил, переговорил с Зеленским 1 на 1, они уехали. Свита с Зеленским решили, что, наверное, все-таки они должны поиграть в этом процессе и предъявить свои условия. Вот они сейчас собрались, предъявили свои условия, позвали Уиткофа. Уиткоф играет роль в принятии решений трампистами и непосредственно Трампом. Это не просто человек, который ездит и доносит идею. Он услышал все требования, которые высказал Евросоюз вместе с Зеленским, и улетел в США. В принципе, вот все выглядит очень просто. Да? Все пытаются выставить свои условия в переговорном треке, все пытаются отстоять свои интересы в переговорном треке. Что с этого будет дальше? Ну, вы знаете, у меня вообще ощущение, что мы живем в таком дурдоме, да, и у нас в течение дня позиции, мнения и желания меняются несколько сотен раз. Вот. И что-либо прогнозировать на сегодняшний день, наверное, невозможно. Можно смотреть реально на вещи и только делать выводы, да, там, в случае такого варианта, сколько мы продержимся, в случае такого варианта, сколько мы продержимся, либо сможем ли мы что-то достичь в позитивном плане на линии фронта. Вот как-то так. Ну, по линии фронта там отдельный разговор, да, потому что движение-то идет, его там отвергают, потом подтверждают, потом снова отвергают. В общем, теперь вокруг Купянска и Покровска такие вещи. Мы поговорим о состоянии армии, но принципиально важный момент. Так что за гарантии? Ну вот смотрите, Россия дает четкий посыл. Причем это было и в Пекине, и на ШОС, в общем, в Китае. И раньше, что Украина должна сама обеспечивать
искать свои гарантии безопасности. Как это трактовать, если фактически, давайте так, объективно, да, то есть Россия говорит, да идите в Евросоюз, идите, в НАТО нет, а в Евросоюз, пожалуйста. Смотрите, относительно гарантий мы должны понимать, что Украина и Евросоюз хотят получить гарантии по 5-й поправке статьи НАТО, но без вступления Украины в НАТО. Вот, в принципе, это и есть гарантии, которые на сегодняшний день обсуждаются. Ну и плюс обсуждается вопрос возможности boots on the ground. Вот это присутствие миротворческих сил по линии разграничения в Украине. Но Россия против. Есть вещи, знаете, у нас много кто может быть в чем-то против, на то и существует переговорный процесс для того, чтобы все стороны это обсуждали и пришли к каким-то компромиссам. Ведь мы тоже не можем сказать, Россия против, значит, мы не будем за это бороться. Это же тоже неправильная позиция. Есть вопрос действительно необходимости гарантий безопасности. Если их у Украины не будет, то переговорные процессы и мирное урегулирование, но они будут пустышками. Давайте не будем забывать Будапештский меморандум, да, который по большому счету оказался туалетной бумагой. Вот и все. Поэтому здесь должны быть... Подождите, почему Будапештский меморандум оказался туалетной бумагой? Потому что Будапештский меморандум подписывала страна нейтральная, внеблоковая, а потом, мы видим, да, что сейчас давайте НАТО, только вот так, хоть тушкой, хоть чучелом, но как бы НАТО. НАТО лайт это еще называют. Но это в любом случае НАТО. Мы в НАТО не были, не будем, потому что нас там не ждут. И нам об этом четко сказали. То, что там кто-то говорит, рассказывает и стучит каблуком, то это их проблема, понимаете? Нам четко дали ответ. НАТО не будет. Ходите, нойте дальше. Это же позиция такая себе. Она ни к чему конкретному не приведет. Мы на сегодняшний день имеем внеблоковый статус. То, что при Порошенко внесли в Конституцию, знаете, как внесли, так и вынесем. Это не есть проблемой. Похоже, есть. Почему? Смотрите, ведь рассуждение Путина об процессе референдума в Пекине на брифинге, где он там говорит, смотрите, референдум, но референдум нельзя, потому что военное положение. Он вообще называет Зеленского главой администрации, на этом своем общении с журналистами. То есть, смотрите, референдум по территории, например, нельзя военное положение. Зеленский вообще глава администрации, говорит, давайте встречаться, мы не против. Вскрылось то, что Трамп просил встречи с Зеленским, тут говорит, давайте, приезжайте в Москву, прям хоть оба. Понятное дело, что это потом быстро все отвергли. То есть мы понимаем, что вот эта вот история с тем, что вынести за пределы Конституции что-то, это невозможно. Да, по законодательству референдум невозможно проводить во время военного положения. Но его можно проводить при окончании военного положения либо отмене военного положения. Более того, мы неоднократно с вами обсуждали, как провести референдум так, чтобы в нем все смогли поучаствовать онлайн. Нету проблемы в том, чтобы создать программу, через которую все бы могли через ту же ДИЮ или любую другую программу, которая будет создана на государственном уровне, провести референдум и понять, на что мы идем, на что мы не идем, что принимается, что не принимается и так далее. Так военное положение препятствие. А если военное положение, то надо выборы проводить. Выборы в любом случае нужно проводить, потому что страна требует перезагрузки. Просто что выборы — это сложнее. Для того, чтобы участвовать в выборах, да, и дать возможность всем поучаствовать в выборах, то должна пройти не только окончание военного положения, да, а еще и всем должна пройти, чтобы все военные смогли участвовать и баллотироваться. Они же в статусе военнослужащего не могут этого сделать. Тут тоже есть цепочка событий, которые должны произойти, чтобы человек
имел возможность реализовать свое право на право обиратися и бути обраним. Да? Поэтому там другая подготовка. Это не вопрос референдума. Референдум онлайн есть возможность провести, и это нужно делать. В случае, если мы понимаем, что у нас будут стоять какие-то вопросы, которые президент самостоятельно или Верховная Рада принять не могут. Вы одна из авторов истории, чтобы передать Славянско-Краматорск в Харьковскую область. А как это поможет? Да, я единственный автор. Смотрите, у нас на сегодняшний день в переговорном процессе Путин требует всю Донецкую область. Есть такое? Ну, пусть требует. А мы защитим людей и защитим свои территории, сменив их админ-границы. Вот и все. Но это же жульничество. По-малански немножко. Так Зеленский говорит, что он не отдаст Донецкую область. И, мол, смотрите, никто не остановит тогда Путина, угроза Харькову, хотя к Харькову есть ближе российские войска, чем с территории Донецкой области. Как решить этот территориальный вопрос? Смотрите, у нас не стоит вопрос отдавать территории. У нас есть реальность. Есть оккупированные территории и неоккупированные территории. Да? Мы можем кричать все, что угодно, и мы можем кричать, что Крым наш, юридически он наш, но фактически я там не была уже больше 10 лет. Вот. Поэтому как бы говорить, что чье, мы можем очень долгий период времени. Возникает вопрос по факту, что мы сейчас имеем. Мы имеем часть оккупированных территорий, правильно? И у нас стоит вопрос, как сделать так, чтобы сохранить ту часть Донецкой и Луганской областей, которые не являются оккупированными. Ну вот для того, чтобы формально как бы все хотелки были удовлетворены, то я думаю, что переподчинение относительно того, что мы что-то сдаем, но территории будут иметь статус оккупированных. Юридически они будут также принадлежать Украине. Но по факту они сейчас нам уже не принадлежат, они оккупированы. И я в ближайшем будущем не вижу возможности, чтобы они были деоккупированы. Если я ошибаюсь, дай Боже, чтобы мои слова не были правдой, дай Боже, чтобы наши военнослужащие взяли и отбили назад все наши территории. Но сейчас по факту я смотрю на карту, я смотрю на реальные вещи, и мы видим, что у нас та оккупированная часть, к сожалению, на сегодняшний момент не возвращается. А коалиция желающих и поддержка Европы ставит себе целью и задачей вернуть военным путем оккупированные территории? Тут я не подскажу, я не слышала ни одного комментария по этому поводу. Я не вижу войск коалиции желающих, знаете, которые введены в Украину и воюют наравне с нашими ребятами и говорят, мы сейчас вам все отобьем, не сдавайтесь, все хорошо, все прекрасно, бежим дальше вместе. Ну, тогда это была бы понятная позиция. А знаете, так выстраивать условия, что нам нужно продолжение войны в Украине для того, чтобы мы не страдали, ну, как бы это такая еще вопрос, кто жулик больший. Это точно. Анна, как вам кажется, Трамп может заставить Европу отказаться от Украины? Не заставит, потому что это чуть-чуть разные силы влияния в мире, вот, и разные интересы. Мы это тоже должны понимать. Единственное, что может Трамп заставить Европу, это за все в отношении Украины. И если будут платить в полном объеме, то поверьте, Трамп как человек бизнеса, он будет продавать много оружия, он будет нормально себя чувствовать в случае того, что все будет продолжаться, но Америка на этом будет зарабатывать не меньше, чем все остальные. Хотя я хочу еще добавить, что
Трамп на самом деле искренне хочет мира и очень много для этого делает. И даже вот эта вот встреча с Путиным, нам нужно понимать, что он готов на различные шаги для того, чтобы мирный процесс состоялся. Гипотетически, если Зеленский примет приглашение Путина поехать в Москву вместе с Трампом или вдвоем встретиться в этом городе, в столице государства, которое признано агрессором, да, там, рашизм, идеология, это все уже на законодательном уровне, это все Зеленский подписал буквально пару дней назад. Его в Украине осудят или похвалят? Смотрите, будут как радостные новости, так и негативные новости. Мы должны понимать, что у нас разношерстное общество, и там, где одни видят зраду, другие видят перемогу, и наоборот. Поэтому не нужно при всем при всей политической жизни не нужно обращать на это внимание, нужно обращать внимание на цель, к которой ты идешь. Если твоя цель закончить войну, то, в принципе, всякое в этом мире возможно. Но тут же хочется добавить, что не должен, знаете, в этом всем переговорном процессе Путин диктовать на 100% условия игры. Тут должен был быть паритет. Поэтому встреча в Москве — это такого, знаете, рода, ну, я царь, приезжайте ко мне на поклон. Нет, так не должно быть. Если мы говорим о нормальном переговорном процессе и паритете в этом переговорном процессе, даже в отношении Соединенных Штатов Америки, то место встречи Путина, Зеленского и Трампа должно быть на нейтральной территории. Ну, смотрите, Путин прилетел в Америку, ничего страшного. Ну, вот так, да. Следующая встреча в Москве, они об этом говорили. Ну, все Но нормально. если бы туда летел только Трамп, то это было бы еще понятно. Но поскольку туда уже летит и третья сторона, то я еще раз повторюсь, моя позиция в том, что правильнее было бы, чтобы переговорный процесс происходил на нейтральной территории. Э, Так переговорный процесс должны повысить его рамку в Стамбуле. Об этом говорит российская сторона. А наша почему молчит на этот счет? В смысле должны повысить в Стамбуле? Что Ну, повысить в Стамбуле? уровень переговоров. Так и было заявлено. Мы довольны Мединским, но мы должны повысить и будем готовы повышать ранг этих переговоров. Соответственно, туда будут включены какие-то, я не знаю, чиновники высшего уровня. Смотрите, все, что обсуждалось в Стамбуле, это такие показательные выступления. Это переговоры ради переговоров, не более того. И кроме гуманитарных вопросов там ничего не решалось. Поэтому мы сейчас говорим о том, что состоялись встречи лидеров, и мы говорим о том, что должны состояться встречи на троих как минимум. А то и непонятно, как сейчас себя будет вести Европа до конца, да, мы, я думаю, услышим в ближайшее будущее, то, возможно, и Европа не даст себя скинуть до конца из этого процесса. А чего все хотят? Кто все? Ну вот смотрите, казалось бы, прямые переговоры, ну то есть лед тронулся, есть делегации. Если кто-то мне скажет, что, ну вот как вы сейчас, это просто переговор. Нет, подождите. Есть развитие этого Стамбула. Было предложено отдельные подгруппы создать, политические, гуманитарные, военные, то есть прямые двусторонние переговоры. Почему по этому пути не идет Украина? Не разрешают? Кто не разрешает? Спонсоры, Смотрите, мы же тоже участвовали в Стамбуле. Это же не была односторонняя российская какая-то группа. У нас тоже была точно такая же переговорная группа, правда, не из дипломатов, да, а непонятного собрания людей. Вот. Но давайте будем реалистами. Если мы хотим, чтобы все решалось быстро и не тянулось, знаете, там, не тянуть кота за хвост, то переговорный процесс должен осуществляться на уровне лидеров стран. И если лед тронулся, он действительно тронулся с момента, когда Путин встретился с Трампом на Аляске, то дальше была
дальше была встреча Путина с Зеленским и Евросоюзом, что тоже как бы своеобразная позиция, да, то давайте не будем скидывать то, что мы все ожидаем встречи Зеленский, Путин и Трамп. И это намного более эффективный процесс, чем вяло текущий процесс, непонятный в Стамбуле. Тут четко, понимаете, выставил условия Путин, выставил условия Трамп, ну или согласился на что-то, не согласился, выставили условия Европе и Украине. Вот сейчас, поверьте, пройдет какой-то короткий промежуток времени, и мы поймем, на какие условия все-таки наша сторона согласилась. Ну, похоже, ни на что пока не согласилась. Смотрите, то, что сегодня Европа с Зеленским предъявили Уиткофу, это тоже условия. Правильно? И сейчас идет вот это вот обмен условиями между собой. И я думаю, что все-таки какая-то позиция будет, потому что, как ни крути, Соединенные Штаты Америки влияют на помощь Украине, в том числе оружейную. И если сейчас, например, Трамп скажет: ах, у вас такая позиция, вы ничего не хотите? Хорошо, я вам продаю все, что вы хотите, но вы будете за это платить. И если Европа на это согласится, к примеру, да, и будет полностью финансировать войну в Украине на нашей стороне, где нам гарантия того, что наша власть пойдет на мирное соглашение? Не пойдет. Не пойдет, потому что они тоже на этом зарабатывают. Мы все это прекрасно видим, наблюдаем. Вот, поэтому, а может быть другая история, может быть Трамп скажет: никакого оружия даже за деньги, да, вот есть такие-то условия, вы их либо принимаете, либо потом не приходите, и как бы я выхожу из этого переговорного процесса, да, делайте, что хотите. Что ждет Украину? Сложный вопрос. Вытянем ли мы без необходимого оружия? Не уверена. Сможет ли Европа заменить все на линии фронта необходимое? Нет, не сможет. Хочу напомнить, что основная проблема — это люди и их нехватка непосредственно в армии. Вот усталость людей, которые там уже 4-й год, кто еще остался жив. Вот это тоже все нужно учитывать. Мы должны понимать, что Украина, она воюет с огромной машиной. И если даже вот посмотрите на историю России. Россия всегда воюет в длинную, да, для нее война вот эта длительная, она и не страшна. Для Украины она страшна. Поэтому здесь нужно расставить приоритеты и решить, мы умные, красивые, или мы отстаиваем интересы государства и жизни, сохраняем жизни людей наших. Все. Но о жизнях людей, похоже, пекутся мало. Полиса, вот который зам Ермака, говорит о том, что даже если прекращение боевых действий, все равно мобилизацию продолжат. Подоляк выходит, говорит: слушайте, ну так даже если все как бы закончится, все равно будет переходной период, мужчин всех пускать не будут за границу. То есть нас ждет какой-то еще процесс вот такой конституции на паузе без боевых действий. Ну, к этому, похоже, готовят вот эти спикеры офиса президента. Какое у вас к этому отношение? Смотрите, в случае подписания мирного договора будет поэтапность его выполнения. На период его выполнения, скорее всего, будет введено чрезвычайное положение. Вот, на период чрезвычайного положения также могут быть введены определенные ограничения. Я думаю, это вот именно этого касается. Потому что есть еще вариант того, что рассматривается на сегодняшний момент, это временное правительство. Да, я это неоднократно слышу с различных источников, когда президент уходит добровольно, во что я не верю. Его заменяет глава Верховной Рады, которого меняют. Вот, и он выполняет ВО функции президента, а также назначается новый как бы поствоенный на период какой-то времени кабинет министров, который готовит страну к проведению выборов. И такой вариант я сейчас очень часто слышу от различных сторон. Как бы, ну, здесь я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы ограничивать выезд людей за рубеж. Вы лично как относитесь, потому что мнения разные. Например, там нардеп Костенко, да, из «Голоса»,
СБУшный говорит, что это выстрел в колено, выстрел в ногу, решение выпускать 18-22-летних. Многие военные включаются, там говорят: ой, беда, беда, что ж вы делаете? Это плевок в лицо солдатам, говорит генерал Кривонос. Ну, много как бы таких трактовок этого решения. Вы считаете, это хорошо, что Зеленский вот это все провернул? И теперь с 18 до 22 можно выезжать, возвращаться? Смотрите, если мы декларировали, что до 25 лет мы не призываем, то у меня вообще стоит вопрос, почему их не выпускали до этого времени? Почему ограничение только 22 годами? Ну, я считаю, что это обычный пиар-ход. Более того, обратите внимание на то, что у нас на сегодняшний момент выехавших около 14 миллионов. Да? В основном это женщины с детьми, либо семьи больше 3 детей и так далее, ну, либо там определенная дальше категория населения. Ребята, о которых мы говорим, в общей сложности составляют в Украине, или составляли, правильнее сказать, 320 тысяч. Да? Вот сейчас они выехали. Сказать со стороны там, людей, да, это хорошо. Да, они получили возможность учиться, нормально передвигаться и так далее. По большому счету мы никого не должны ограничивать в этом. Если бы у нас правильно была выстроена система в армии, то мы бы и не делали этого, потому что у нас было достаточное количество добровольцев, а никого не надо было бусифицировать и закрывать в клетку. Вот. Но если посмотреть с другой стороны, вы же понимаете, что эти люди, которые выезжают, они никогда не вернутся. Но они не вернутся. Либо должны быть такие условия, которые, ну, я не знаю, которые вряд ли Украина сможет себе позволить в поствоенный период, если в нее не будут вливать огромные деньги. А если мы говорим о том, что они в своем большинстве покинули Украину, что у нас 60% населения составляют пенсионеры, что у нас проблемы с молодежью и так далее, мы приходим к тому, что с одной стороны мы рады за людей, с другой стороны у нас сумасшедшая демографическая проблема, которую как ее решать, ну, это достаточно большой вызов для власти. Когда застрелили двух, ну, в общем, один сдался, второго застрелили в Одесской области при пересечении, незаконном пересечении границы, выяснилось позже, ну, опять-таки, что этому человеку, который был убит из автомата Калашникова, пограничником, ему 23. То есть, понимаете, какая история? Там полгода, там несколько месяцев, там плюс-минус туда-сюда, да, и он бы мог свободно выехать. А так получается, он уже понимает, что 23 нельзя. Сейчас какие-то очень странные инициативы проходят. В общем, для 18-24-летних действует вот этот вот контракт, миллион. Ну, то есть, молодежный контракт. И сейчас начинают говорить: да вот давайте мы там расширим, давайте мы дадим там задним числом, кто пришел после 24. Ну, в общем, такие моменты. А эта инициатива вообще выглядит странно. Война 3,5 года, да? А ведь разница между 22-летним и 23-летним, тем, который сейчас садится и едет, и того, которому встряли в спину, вообще, ну, несущественно. Когда Зеленский говорит о справедливом мире, как понять справедливость вот этих решений и решений власти по отношению к гражданам? Давайте просто начнем с того, что справедливых решений по отношению к обычному населению их нет. У нас одним можно, одним нельзя. Одни могут, другие не могут. Одни воюют, другие сидят в тылу, донатчики, там, отсрочники на броне и так далее. Их огромное количество, которые по большому счету могли бы абсолютно спокойно заменить тех ребят, которые безвылазно сидят на фронте, которые уже морально и физически просто истощились и устали. Вот. Относительно подъемных денег, да, которые платят 18-24, вы должны понимать, что ведение боевых действий требует определенной физической силы. И, к сожалению, эта физическая сила есть у молодых. Поэтому было принято такое решение. Правильное оно или неправильное, со стороны демографической абсолютно неправильное и дурное. Со стороны военной, потому что там одни старики на фронте, это есть проблема.
в том числе для проведения определенных операций. Вообще относительно подъема 15 миллионов по смерти, да, по погибели. Тогда у нас не было бы силовой мобилизации, ходит на улицах, и по большому счету у нас не должно быть разграничения. Ага, если тебе до 25, да, то мы тебе деньги платим на подъемные. А если тебе больше, то ты уже на них не заслуживаешь. А с чего вдруг? Он такой же гражданин Украины, как и тот молодой человек до 25 лет. Поэтому здесь это абсолютно неправильная позиция. И я еще раз повторюсь, что нужно смотреть не на то, что давайте будем платить 15 миллионов при погибели, а давайте смотреть на то, чтобы лучше платить хотя бы какие-то 5 миллионов при подписании контракта. Обратите внимание, мы же вначале все смеялись с России, да, а у нее нет проблем с мобилизацией, потому что они платят подъемные, и на эти подъемные люди идут в армию. Анна, есть такое решение в первом чтении о том, что вернуть вот эти все послабления по СЗЧ. Вообще сейчас, если так в комплексе рассмотреть, я очень хочу, чтобы вы прокомментировали вот это вот предложение по законодательству. Например, да, там 3 года, если перебегаешь границу незаконно в сторону Беларуси или России. Ну, в сторону России невозможно, линия фронта, в сторону Беларуси возможно. Или, например, уголовная ответственность за то, что ты там нелегально переходишь через границу. Плюс вот этот кодекс целый. Если ты угрожаешь военному или его семье, то тебе там уголовка. Опять. Алло. Ну да, вы висите у меня. Это вы о каком законопроекте? Это вы висите у меня. Алло. Я не знаю. Алло. Да, все. Отмерли. Давайте заново. Извините. Анна, давайте в комплексе попробуем рассмотреть вот эти инициативы. Там, переходишь границу, уголовка тебе. В сторону Беларуси, там, 3 года тюрьмы. Ну, инициативы, да. Или, например, инициатива, которую комитет одобрил, что если ты угрожаешь, гражданский угрожает военному или членам его семьи, уголовная ответственность. То есть выводится там целая такая каста военных и их семей. И поругаться ни с кем нельзя. По большому счету. Хотя среди... когда военные гражданским угрожают? Ну, вот это... я получаю в свой адрес огромное количество угроз со стороны командиров, коррупционеров и убийц. Что мне с этим делать? Но они все герои Украины. Надо становиться военным, получается, чтобы... Надо становиться военным. Смотрите, это каста, я не могу понимаете? комментировать умственные способности своих коллег, они разные. Есть коллеги, с которыми можно работать, есть коллеги, которые не отличаются умом и сообразительностью. Относительно какой-либо ответственности по пересечению границ и так далее, нельзя винить людей за желание жить. Правда? И если люди убегают, значит, вы создали такие условия, при которых человек выбирает бежать, чем оставаться здесь и воевать за свою страну. Поэтому здесь вопрос больше к власти, а не к ответственности. Более того, тут можно и с другой стороны посмотреть. Военные все и те люди, которых мобилизируют, кричат, ну вот смотрите, там куча выезжает, да, куча выехала, у них никакой ответственности. А нас гребут, и как бы если мы уходим с поля боя, у нас ответственность. Тоже несправедливость, да, то есть она есть, действительно, это действительно социальная несправедливость. Как это решить? Я считаю, что тут все-таки вернемся с того, с чего начинали. Это внутренняя система, которая выстроена, да, когда одним можно, а другим нельзя. Если бы все были равны перед законом, если бы у нас нормальное было отношение ко всем слоям населения, а не так, что у нас одних выгребли под откос, да, а другие все великие менеджеры забронированы. Просто походите, посмотрите, что происходит в крупных городах, и заедьте в села, где людей просто нет. Тогда бы другое было бы отношение к государству. А так очень высокий уровень недоверия тем решениям, которые принимаются. И, к сожалению, я ничего не могу ответить по поводу того, что придумывают коллеги. Но сегодня парламент проголосовал опять вернуть вот эту ответственность за СЗЧ, которую всячески отсрочку, там, поблажки, Не было понятия отсрочки и не было понятия там вернуть. Это законопроект, который говорит, что возможность добровольного возвращения из СЗЧ
он отменяется, да, то есть добровольно из СЗЧ без криминальной ответственности могут вернуться все, кто как бы ушел в это СЗЧ до принятия этого законопроекта. Я вам скажу, у нас были ошибки небольшие в аналитике, вот, но мы сейчас его будем поправлять ко второму чтению, потому что все-таки возможность возврата из СЗЧ должна быть, потому что СЗЧ – это не проблема, это последствия тех проблем, которые мы имеем в армии, это последствия того, что у людей не установлены сроки службы, что у людей не определена возможность демобилизации, что отсутствует ответственность командования, что люди просто банально устали, что есть также история конфликтов с командирами, когда, ну, извините, они абсолютно разные. И я сталкиваюсь с такими вещами, которые на голову не налазят, да. Но при этом у нас армия проверяет сама себя, и, естественно, она никогда практически ничего не находит. И только публичным путем ты можешь что-то сделать. Я вам больше скажу. Я вот сегодня получила ответ на один из своих запросов, да, когда вот там пошло разбирательство по одному из командиров. Так вот, мне написали, что все, что касается этого человека, это все конфиденциальная информация, и что я не могу ее получить без его согласия. А скажите, пожалуйста, если у нас на это все конфиденциальная информация, у нас может человек нарисовать себе все, что угодно, сделать из себя героя, да, попасть в банальное ДТП, не пребывая в месте службы, при том, что командир должен был находиться на службе, и оформить себе это как ранение и так далее. Ну, то есть я такие вещи встречаю, что, ну, это просто, знаете, такое ощущение, что ты живешь в каком-то мультике или фантасмагорическом фильме. Вот, но как бы никто не хочет решать истинную проблему, все пытаются бороться с последствиями. А так оно не работает. Вы же поймите, что человеку лучше отсидеть в тюрьме, чем пойти и умереть непонятно за кого, непонятно за что. Потому что люди сейчас, очень многие так считают, у них нет мотивации, да, когда они видят вот эту социальную несправедливость, и когда они видят, что одни на крови наживаются, воруют и только богатеют, а другие беднеют и не знают, как свести концы с концами. Ну, а богатые, понятно, уедут, а бедные останутся. В случае чего, ну, грубо говоря. Все это как бы эту дорогу они Ну, понимают. смотрите, в случае чего богатые люди, вы посмотрите просто все, что происходит. Знаете, вот банальная история, вчерашняя, не будем далеко ходить. Говорю как есть. Значит, ко мне звонит один из директоров предприятия и говорит: у меня поймали моего этого энергетика, он с пайкой чего-то там занимается по рэбам. У меня критическое предприятие, он шел на бронирование. Его в период бронирования загребли. Вы думаете, его отпустили? Нет. Уже в Десне. И вот, ну и без разницы, ты показываешь это военкому, да, ты объясняешь, что, ну, человек — это не то, что загребли какого-то менеджера, да, это человек, который своими руками делает то, что помогает ребятам на фронте. Это не та критичка, как у нас парковщики забронированы, да, или частная охранная компания. Это действительно критичка. Вот, но военкому все равно, у него статистика, и денег не дали, поэтому такое. Так а И кто такие, за ними стоит? Верховный главнокомандующий лично, получается? смотрите, была неоднократно предложена реформа ТЦК. Неоднократно, я даже знаю, что Дропатый, придя в КСВ, он хотел тоже провести реформу, и он очень многих ТЦКшников начал проверять, жучить, и там подключил и ДБР, и правоохранительные органы другие. Там, ну, начала проводиться нормальная работа. Но почему-то это все очень быстро остановили и как бы его сняли. Вот, перевели, повысили, там, можем трактовать как угодно, да, или там перевели по его желанию в другое место. В Министерстве обороны предлагались реформы. Мы в ТСК очень много отрабатывали. Предлагались реформы нормальные, которые решают проблемы, а не последствия. Но это никому ничего не надо. О чем это говорит? Значит, есть кассы, которые собираются и заносятся наверх. Правильно? Ведь без этого
Но никто бы это не крышевал, если бы они с этого не имели. Но я не поверю просто в такие вещи. Но другой логической цепочки не выстраивается. Поэтому вот такая ситуация. Ну, получается, вот тоже интересный принят закон вчера о том, что десятину надо заплатить с криптовалют. С криптовалют, 5%. ну, там 10%, 5%. Ну, в общем, смотрите, тут вопрос же не в проценте. Вопрос в том, что изначально криптовалюта – это, ну, как бы актив, ну, скажем так, вне банковской системы, вне налогообложения. Он для этого был придуман. Получается, что Это отмывание нелегальных денег. Получается, сейчас из нелегальных денег они станут легальными. Ну, их отмоют, да. А зачем Верховная Рада участвует в отмывании денег? Война заканчивается? Я не участвовала. Еще огромное количество коллег не участвовало. Это протянули слуги. И офис. У них у всех все в битках. Вот вам ответ. Посмотрите на всех этих великих... Да хотите историю сегодня тоже? Это вообще просто гениально. Значит, у нас мы вызвали в Верховную Раду главу Полтавской військовой гражданской администрации. Значит, есть расследование, что он украл на фортификациях. Из 300 с чем-то миллионов он украл 200. Этот Ну, это по-божески. Это по-божески. как это, в костюмчик одетый человек сегодня приехал, 3 минуты рассказал о том, как он строил дороги, и уехал. Мы даже не могли задать ему элементарных вопросов. Мы говорим, мы поднимаем вопрос, давайте проголосуем, пускай будет другая система и все остальное. Кого назначает, кто, точнее, извините, не кого, а кто назначает глав военных администраций? Ермак. По факту. Не юридически, а по факту. Ермак. Будем считать Ермак, да. У меня все. Как бы вот так, понимаете? Да. И никто не хочет этих изменений. Никто не хочет... Мы с коллегами все предлагаем. Есть законопроект, который меняет регламент для того, чтобы такого не происходило. А такой вот приехал, знаете, вычищенный, вылизанный, набарбленный весь. Вот. А я бы его видела бы на фронте с удовольствием. И если бы они все были на фронте, поверьте, мы бы очень быстро закончили войну. Более того, там бы никто ни в чем не нуждался. Понимаете, никто бы не собирал последние 10 гривен с кавы, да, перечислили с кавы на что-то там. Потому что кто-то с кавы 10 гривен перечисляет, а кто-то миллиарды тырит. И нормально себя чувствует, понимаете, при этом. Вот, и это же все видится. Если бы такого не было и была сплоченность, как она была в начале войны, поверьте, у нас бы не было тех проблем, которые мы имеем. А у нас одним можно, другим нельзя. Одни иди умирай, другой нет, мы тебя, ты нам тут должен. Ты ж такую большую работу делаешь, 200 миллионов стырил вот, из бюджета. Ты молодец, красавчик. Мы тебя еще погладим по головке и оставим дальше быть у власти. Я думаю, что, в принципе, несмотря на определенные технические вопросы, все понятно и все ясно в нашем с вами разговоре. Ну и остается только ждать договоренности на самом верхнем этаже политики. Ключевые дни, они вот. Вы в финале, чтобы точку поставить, ждете, что в этом году война закончится? Да, я в это искренне верю. И надеюсь. Я вам честно скажу, нету ничего важнее человеческих жизней. И знаете, когда ты приезжаешь к ребятам, ты с ними общаешься, они тебе рассказывают о своих детях, о том, как они хотят вернуться домой, а через 2 недели ты едешь к ним на похороны, наверное, это страшные вещи. Точнее, не наверное, это страшные вещи. И я, например, человек, который хочет, чтобы это все закончилось. И мне не важно, что это будет для меня стоить. Анна Скороход была моей собеседницей сегодня. Я благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.